Всем привет! Сегодня я снова отвечаю на ваши вопросы. Делия Дрейкот спрашивает. На вопросы про Леру я отдельным видео все отвечу. К вам с Артемом. Как поменялись ваши отношения после рождения Семы? Наверное, Симы. Может, конечно, вы об этом уже говорили, но я не помню. Будете ли вы как-то развивать канал? Помогают ли вам родственники с Симочкой? Я уже, в принципе, рассказывала, что наши отношения с Артемом сильно поменялись достаточно. Во-первых, я изменилась, стала как-то больше времени уделять дому и детям. А во-вторых, у меня стало меньше претензий к Артему. То есть, если до рождения Серафимы у меня было много финансовых претензий, потому что Артем пытается реализоваться в области, которая ему нравится и которая не всегда приносит желаемого дохода. Даже в тот момент были разговоры и о разводе, настолько было все для меня серьезно. Сейчас с этим стало как-то проще, но, по крайней мере, я стараюсь ценить не результат, а попытки, желание сделать лучше. Я на самом деле вижу, что он очень много работает и очень старается. На самом деле финансовая нестабильность — это очень неприятно, и вот этой самой стабильности всегда будет хотеться. Но сейчас я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти в семье. Как-то когда рождается больной ребенок, у нас все остальные проблемы как-то уже смотришь по-другому, что ли. И сейчас уже понимаю, что какие-то внешние проблемы гораздо проще пережить, чем проблемы внутри семьи. Пускай лучше будет сплоченная, дружно любящая семья, чем какая-то другая. Будете ли вы как-то развивать канал? Я бы, конечно, хотела добавить немного своего творчества на канал. Пока я засунула голову в песок и выжидаю. Когда-нибудь это все будет. Так, помогают ли вам родственники с Симочкой? Артёмины родители живут далеко, а вот мы живем с моими родителями, и мне, соответственно, они много помогают. И с Лерой, и с Серафимом. Мама, в принципе, остается с одним ребенком, с двумя детьми. Алена Лайк спрашивает, где вы монтируете видео? Mavabi Video Suite. Это такая хорошая программа, в которой хорошо начинать. Сейчас, конечно, количество подписчиков растет, я чувствую некоторую ответственность, но и вообще я хочу какую-то сделать вещь. Моя программа этого уже не может. Я бы, конечно, хотела освоить Adobe Premiere, профессиональную программу. Пока мне на это не хватает мозгов. В общем, планы есть. Вопрос от Элеонор Крафт. Есть ли у Серафима любимая игрушка, на которую он лучше всего реагирует? Любимой игрушки у Серафима нет. Он на какие-то игрушки реагирует, особенно на новые. Потом он к ним привыкает. Он может на них даже переставать смотреть. Поэтому я очень часто игрушки убираю, меняю, для того, чтобы у него, как сказать, не замыливался глаз. Как вы справляетесь с его приступами, есть ли секреты и как быстро помочь? Когда у Серафима были тяжелые приступы с потерей сознания, в случае, если приступ длился больше 2 минут, то мы делали укол реланиума сами дома, то есть мы никому не звонили, не вызывали, просто делали укол. Сейчас, когда эти приступы купированы, то, соответственно, вот у нас остались мышечные спазмы, с которыми в момент, когда это происходит, ничего делать не надо. Спрашивает Леран Г. Помогает ли вам кто-нибудь с ребенком еще? Мама, бабушки и тети, если да, как вы тратите свое свободное время, ходите ли вы куда-нибудь отдохнуть? Я уже говорила, помогает в основном моя мама. Куда мы ходим? Мы отдыхаем, в основном встречаемся с друзьями с нашими. Мы очень редко ходим в какие-то заведения, в основном мы просто ходим друг к другу в гости. Вопросы дают ценный пример. О чем нужно знать друзьям и родным, общаясь с вами? Может, у вас есть какие-то табу на определенные темы? Или вы научили друзей в нужный момент оказывать помощь Серафиму? Вот последнее предложение я не очень поняла, на остальное отвечу. Друзьям, родным нужно знать, да они, собственно-то и знают, что мы позитивно мыслим и не любим, когда нас начинают жалеть, когда начинают причитать о том, как все плохо. А так, никаких особо табу нет, я могу ответить абсолютно на любой вопрос. У меня вообще с подружками достаточно близкие отношения, у нас вообще нет тем, которые мы не можем обсудить. И в том числе я, конечно, делюсь с ними по поводу переживания о Серафиме. Паня Гуава спрашивает, здравствуйте, вы верующие? Как относитесь к атеистам? Как относитесь к гомосексуалам? Стараетесь иногда жить обычной жизнью, как все? Мы, конечно, стараемся жить обычной жизнью, не иногда, всегда, и вроде как у нас получается. Мы верующие, но мы стараемся не осуждать тех, кто мыслит по-другому. Мы считаем, что каждый сам ответственен за свои действия
Пускай все живут как хотят. Шашана спрашивает, как другие дети реагируют на Симу? Нет ли излишней жалости или наоборот агрессии? Все дети считают, что он маленький. То есть они видят, что он лежит, и они воспринимают его как младенца. То есть они вообще видят, что он не особо на них как-то реагирует, он им не отвечает, и они быстро теряют к ним интерес. Единственное, что Лерины подружки иногда сразу так могут включить мамочек. Лера тоже так делает. Ой, мой маленький, ты покушал сегодня? Ну, вот они так с ним поговорят. Тоже, опять же, он им не ответит, и они тоже теряют интерес. Вопрос от Елены Щелчковой. Остается ли у вас время на себя? На самом деле, я убеждена, что любая мама может найти время на себя, заняв чем-нибудь свое чадо или попросить у кого-нибудь помощи. Надо обязательно это делать, но иногда так лень. Много вопросов от Светланы Романовой. Есть ли у вас планы на ближайший год на реабилитацию Симы в столице или Польше? Там очень много хороших центров. Пока мы планируем реабилитировать Симу только в нашей области. Ставят ли прогнозы относительно продолжительности жизни ребеночка с таким заболеванием? Нет, такой информации нам никто не смог предоставить, и мы понятия не имеем, какая может быть продолжительность жизни у Серафима. Мы, собственно, об этом как-то стараемся не думать. Какой план действий на дальнейшую судьбу за здоровье и самостоятельность Симы? Заботиться, ухаживать, заниматься. Пробовали ли вы обращаться в фонды помощи? Если да, то будете пробовать еще. Да, обязательно будем пробовать обращаться в фонды. Поддается ли окончательному лечению ЭПИ или только купируется? У всех разное ЭПИ. Скорее всего, наше заболевание придет к тому, что Серафим будет всю жизнь на препаратах. Планируете ли отвезти детей к морю? Да, к сожалению, в этом году у нас не получилось поехать на море, а в следующем мне бы очень хотелось вместе с детишками съездить на море. Вопрос от Насти Лукьяновой. У вас крепкие отношения с мужем, это видно. Как построить такие отношения? Как их сохранить и укрепить? Какой вы являетесь женой, покладистой или лидером в семье, ваш брак венчанный? Идеальных отношений не бывает. У нас, как у всех нормальных людей, есть свои проблемы. Наш брак венчанный, мы повенчались не сразу после свадьбы, а когда я уже была беременна с Серафимом. Я вообще очень хочу быть покладистой женой. У меня не всегда получается, поэтому если мне кто-то даст совет, как укрепить отношения, я буду очень благодарна. Елена Болдунова спрашивает. Наташа, есть ли у вас права, водите ли вы машину? У меня есть права, я вожу машину, но я делаю это очень редко, у меня мало практики, поэтому я езжу по нашему городу Бор, по нашему небольшому городку. А вот в Нижний Новгород, например, я уже не смогу доехать. Потому что я трус. Я не трус, но я боюсь. Я туз, я не трус, но я боюсь. Канал 08. Здравствуйте. Если я правильно поняла, что у Серафима появилась задержка развития после операции на сердце. И эпилепсия появилась тоже после этой операции, ровно как он перестал улыбаться. Серафим родился с кучей патологий, и его развитие с самого рождения не было нормальным. Эпилепсия проявилась до операции на сердце. То есть операция на сердце – это не корень всех наших проблем. Она, конечно, дала некоторый шаг назад в развитии по неврологической части. Я уже рассказывала, Серафим перестал улыбаться и перестал гулить после этой операции, после непосредственно наркоза. Но эта операция была неизбежна, так как ее проводили по жизненным показаниям. Александра Александрова спрашивает. Здравствуйте, а ваш сынок кушает? Ой, а как сынок ваш кушает? Через соску? Мы кушаем с ложки, но пока, к сожалению, полулежа. Полулежа, полусидя. В ближайшее время хотим научиться кушать сидя. Анастасия Белоковыленко спрашивает. А вы с мужем сдавали свои кариотипы? Да, мы сдавали свои кариотипы. У нас у обоих норма, без всяких вот там хвостиков добавочных. 46XY, 46XX. Вопрос от Марии Кириковой. Наташа, когда закончится ваш декретный отпуск, кем будет Симкой? И вы планируете дальше им заниматься и находиться дома? Я вообще хотела бы выйти через какое-то время на работу, но пока понять не могу, куда бы я могу выйти. У меня вообще мама пенсионного возраста, и если так получится, через пару-тройку лет она будет на пенсии, я думаю, что она не будет против, если я решусь выйти на работу, сидеть с Симой. Ну и возможность нанять няню, сиделку мы тоже рассматриваем. Ксения Черникова пишет. Наталья, здравствуйте, вы такая классная, спасибо. Давно вас смотрю, потому как теперь я тоже в ваших рядах. Постоянно пересматриваю все ваши видео, пытаюсь взять себя в руки, но никак не получается. Я не могу бороться, и в голову лезут страшные мысли. Скажите, вы не могли бы хоть немного поговорить личным путем переписки со мной? Заранее большое спасибо. На самом деле, я немного побаиваюсь подобного общения, потому что я не имею
образование психолога и понятия не имею, как общаться с человеком, который оказался в сложной ситуации. Более того, я очень боюсь навредить этому человеку. Если у вас действительно страшные мысли, как вы говорите, лезут в вашу голову и какие-то проблемы, которые вы не можете решить, то я считаю, нужно обязательно обратиться к профессионалу, к специалисту, который вам обязательно поможет. Вопрос следующий от Валерии Балахановой. Какую часть в жизни маленького Серафимушки играет логопед-дефектолог? Помогают ли ему эти занятия? От занятий с дефектологом в нашем случае быстрых результатов ждать не стоит. А вот логопед действительно очень нам помог с кормлением. И давайте последний вопрос от Алены Самборской. Хотели бы вы открыть реабилитационный центр в вашем городе для особенных детей? Вот в этом направлении мой мозг пока как-то не мыслит. Точнее, мне кажется, что у нас достаточно много центров и реабилитационных в Нижнем Новгороде. Что-то еще пробовать открывать, я не вижу в этом особо большого смысла. Но вы знаете, я не знаю, насколько это реализуемо, но мысли у меня в голове такие есть. Мне бы хотелось создать некое сообщество семей с особенными детьми. Вот не просто реабилитация, а конкретно общение, социализация. Чтобы те особенные мамы, у которых нет подружек, их нашли. Чтобы с семьями общались, чтобы детишки дружили. Возможно, когда-нибудь в будущем что-нибудь подобное получится сделать, я не знаю. Пока это как-то слишком кажется глобально и грандиозно, чтобы это реализовать. Спасибо большое, что задаете мне свои вопросы. Я сейчас смотрю на список вопросов, я не ответила и на четверть ваших вопросов, но я все равно буду снимать ответные видео, обязательно буду отвечать, поэтому если у вас еще есть вопросы, обязательно их пишите. Всех я вас очень люблю, обнимаю, пока.